В этом видео я расскажу, как самостоятельно посетить 64 достопримечательности Вены за 25 евро. Вы узнаете, как добраться до этих достопримечательностей на общественном транспорте, какие есть особенности общественного транспорта Вены, цены на проезд и про самый выгодный проездной билет, который нельзя купить в автомате или в кассе. Но об этом я расскажу чуть позже. Также я расскажу, как выглядят нужные остановки и расскажу, как вообще бюджетно добраться до Вены из Украины и других стран и городов Европы. Вы получите удобные маршруты и путеводитель с пошаговой инструкцией и полным обзором Вены со всеми ее главными достопримечательностями, чтобы легко ориентироваться в городе. Я расскажу про бесплатную питьевую воду и дам локации, где ее можно набрать, а также вы узнаете цены на еду, где бюджетно можно покушать, и получите обзор недорогих кафе в Вене. К тому же я расскажу, куда можно попасть бесплатно, а в какие музеи, театры и дворцы придется заплатить за билет и сколько он будет стоить. Ну и, конечно, поделюсь информацией, как за 3-4 евро посетить оперный театр Вены, с чем вы столкнетесь и насколько будут оправданы ваши ожидания. Вы увидите самые красивые места Вены и получите секретные локации с бесплатными обзорными площадками и достопримечательностями. В общем, я дам много полезной и важной информации, необходимой для посещения данного города. Но теперь по порядку. Добраться до Вены можно прямо из Украины, как на автобусе, так и на поезде. В частности, из Киева до Вены каждый день ходит такой поезд. Однако билеты на него можно купить исключительно на вокзале в международных кассах. Кстати, билеты можно покупать в разных городах Украины. Но главная проблема состоит в том, что его весьма непросто купить. Во-первых, приезжать на вокзал нужно чуть ли не за 3 недели до нужной даты выезда. При этом желательно как минимум за 2 часа до открытия касс, которые открываются в 8 утра. Поскольку чуть ли не с 5 утра начинается очередь в кассы, и билеты достаются только самым первым в этой очереди. А через 15 минут после открытия касс данные билеты, как правило, уже заканчиваются. Это связано с тем, что на каждую кассу города выделяют малое количество билетов, и их просто не хватает на всех желающих. Возможно, сейчас ситуация улучшилась, но в любом случае учитывайте этот момент при планировании поездки и лучше заранее позаботиться о билетах. То же самое касается и обратной дороги. Цены стартуют от 35 евро и выше в зависимости от класса вагона. Ехать около 22 часов. Что же касается посещения Вены из других стран и городов Европы, можно на поезде доехать до Вены из Будапешта за 13-17 евро. Если ехать из Германии, цена будет уже немного выше, но в любом случае вариантов хватает на любой кошелек. Приехав на железнодорожный вокзал Вены, можно будет сразу начать свою прогулку и осмотр достопримечательностей Вены, первыми среди которых будут церковь Святой Елизаветы, Верхний и Нижний Бельведер с садом, православная церковь Святого Николая, Карлскирхе, Венская опера, музей-галерея Альбертина и церковь Святого Августина. Дворцовый комплекс Бельведер включает в себя Верхний и Нижний Бельведер, а также двухуровневый сад, расположенный между этими дворцами, с пешеходными дорожками и фонтаном. Часы работы дворцового комплекса с 9 утра и до 18:00 вечера. Цены на билет и их вариации есть на официальном сайте. Скажем, посещение Верхнего Бельведера обойдется в 16 евро и 70 центов, а Нижнего в 14 евро 60 центов. При этом, если покупать билеты онлайн на официальном сайте, то цена будет дешевле, чем в кассе на месте. А детям до 19 лет включительно вход бесплатный. Кстати, в Вене есть немало музеев, куда можно попасть бесплатно до 19 лет. Их я покажу чуть позже. Недалеко от Нижнего Бельведера расположена церковь Карлскирхе. Вход в нее платный. Цена билета составляет 9,5 евро. Она расположена в южной части площади Карл-Плац. Если ее пройти, то можно дойти до знаменитого Венского оперного театра. Билеты сюда стоят недешево. Однако, чтобы попасть на представление за 3-4 евро, нужно прийти за несколько часов до его начала, где уже будет стоять очередь из людей. Это будет не центральный вход в оперный, а тот, что расположен сбоку. Вам нужно будет пройти фонтан, а дальше вы уже увидите людей из очереди. Такая дешевая цена связана с тем, что всю оперу придется стоять, и места эти будут, естественно, на галерке. Поэтому насколько целесообразно пользоваться данной услугой, решать каждому в отдельности.
Как по мне, это весьма утомительное мероприятие. Отстоять сначала несколько часов очередь в кассы, а потом еще и стоя смотреть представление. И при условии приезда в Вену всего на сутки тратить столько времени лично я считаю неразумным. Почти сразу возле оперного находится галерея Альбертина, куда также подростки до 19 лет могут попасть бесплатно. А всем остальным придется заплатить за вход – 18 евро и 90 центов. Часы работы каждый день с 10 утра и до 18:00 вечера, и только в среду и пятницу галерея работает до 21:00. Дальше на вашем пути встретится церковь Святого Августина, Национальная библиотека Австрии, памятник императору Иосифу II, различные интересные дворики дворцового комплекса Хофбург, памятник императора Франца I, испанская школа верховой езды, площадь Михаэлерплац, церковь Святого Михаила, знаменитая кондитерская Демель и улица Кольмаркт с многочисленными магазинами и красивыми зданиями. Если говорить про библиотеку Австрии, чтобы туда попасть, нужно заплатить 10 евро за вход. При этом для молодежи до 19 лет вход бесплатный. Внутри библиотеки вы увидите скульптуры, мраморные колонны и фрески на потолке. В общем, архитектура красивая и весьма впечатляет. Данная библиотека расположена в Венском дворце Хофбург, зимней резиденции Габсбургов. Сам дворец я покажу чуть позже. Недалеко от библиотеки расположена императорская сокровищница, вход в которую стоит 14 евро, а молодежи до 19 лет бесплатно. Вообще, прогуливаясь по территории дворцового комплекса, вы увидите много интересных двориков, памятников и красивой и величественной архитектуры зданий. Улочки здесь напоминают некий лабиринт с различными входами в виде арок. К примеру, с разных сторон можно выйти на ту же площадь Михаэлерплац, где расположена церковь Святого Михаила и испанская школа верховой езды. Про кафе «Демель» и другие кондитерские я расскажу чуть позже, а также, где недорого можно попробовать знаменитый торт «Захер». Если следовать дальше этой площади вдоль улицы Кольмаркт, то вы увидите такие достопримечательности, как фонтан Йозефа, церковь Святого Петра, чумная колонна или колонна Троицы, знаменитое современное здание Дом Хасса, собор Святого Штефана, дом Моцарта, иезуитская церковь, церковь Святой Варвары и церковь Святой Марии Ротанды. Вход в церковь Святого Петра бесплатный, так что при желании можно полюбоваться архитектурой здания как снаружи, так и внутри. Прогуливаясь площадью Штефанплац, вы увидите много красивых зданий с интересной архитектурой, одно из которых будет дом Хасса, построенный в современном стиле, который выделяется среди окружающих его остальных зданий типичной классики. Неподалеку также расположен собор Святого Штефана, один из самых красивых соборов Вены, вход в который, кстати, тоже бесплатный. Внутри действительно очень красиво. Есть также возможность подняться на обзорную площадку, либо по ступенькам за 5,5 евро на Южную башню, либо на лифте за 6 евро на Северную башню. Как по мне, это не очень целесообразно, поскольку в Вене хватает и бесплатных обзорных площадок, где открываются не менее красивые виды на город. Одна из них расположена в дворцовом комплексе Бельведер, а другие вы увидите позже в обзоре. Кстати, в соборе имеется также вход в катакомбы за 6 евро. Недалеко от собора находится дом Моцарта, который можно посетить за 10 евро. Но, в общем-то, особо там смотреть не на что, судя по отзывам посетителей, многие разочарованы. После осмотра всех церквей, которые будут попадаться по пути, дальше можно прогуляться до городского парка Вены и увидеть следующие достопримечательности, среди которых будут памятник Иоганну Штраусу, концертный зал Курсалон Вены, Венский речной портал, дом Хундертвассера и музей Хундертвассера. По сути, вся прогулка по парку займет минут 20. Если же идти от этого парка пешком до дома и музея Хундертвассера, то это еще дополнительно 20 минут на прогулку. При желании сюда можно и доехать от разных остановок Вены, либо на трамвае, либо на метро.
Но для начала давайте разберемся с общественным транспортом в Вене. Он состоит из автобусов, трамваев, метро и электричек. Для всех этих видов транспорта действуют единые проездные билеты. Городской транспорт Вены работает с 5 утра и до 12 ночи. Если же говорить про метро, то с пятницы по воскресенье оно работает круглосуточно. Интервал движения поездов каждые 5 минут. Вообще венское метро состоит из 5 линий – У1, У2, У3, У4 и У6. Каждая из них обозначена своим цветом и имеет свои две конечные остановки. Станция метро, кстати, обозначается белой буквой У на синем фоне, а номера возле данной буквы показывают, какие ветки метро пересекают данную станцию. Трамваи состоят из 30 маршрутов и являются достаточно популярным видом транспорта у пассажиров. Их остановка обозначается названием «Штрейбенбан». Что же касается автобусов, их номер всегда состоит из цифры и буквы А или Б. Среди них есть еще и ночные, работающие с 12:30 ночи до 5 утра. Проездные билеты на любой из этих видов транспорта можно купить либо в автомате, расположенных на станциях метро, либо онлайн на официальном сайте или в кассах Wiener Linien. Также их можно купить в табачных киосках Табак Трафик или у водителя трамвая, но там билет будет стоить дороже. А вот у водителя автобуса билет купить не получится. И, кстати, в автомате купить билет не составит никакого труда, поскольку там есть много языков, в том числе и русский, так что все действия при покупке будут понятны. Теперь перейдем к видам проездных билетов. Различают одноразовый билет за 2 евро и 40 центов, с которым можно воспользоваться любым видом транспорта, но только в одну сторону следования. В течение часа можно делать пересадки из одного вида транспорта в другой. Следующий вид проездного билета – это проездной на один день, который действует до часу ночи. Его цена составляет 5 евро и 80 центов. И именно его вы не сможете купить в кассе или в автомате. Его нужно покупать онлайн на официальном сайте, который указан. С данным билетом в течение всего дня до часу ночи можно неограниченно использовать любой вид транспорта в Вене в пределах основной зоны 100. В которую, собственно, и входит весь центр Вены и ее старый город. Если вы приехали в Вену всего на сутки и не планируете ездить по ней ночью, то это будет самым выгодным билетом среди всех остальных. Еще выделяют проездной на 24 часа за 8 евро, 48 часов 14 евро и 10 центов и 72 часа за 17 евро и 10 центов. Данные виды билетов позволяют использовать весь общественный транспорт Вены в течение 24, 48 и 72 часов соответственно в пределах все той же зоны 100. Также есть билеты на неделю, месяц и год, но это уже более актуально для жителей Вены. Детям до 6 лет проезд бесплатный. После покупки билетов его нужно прокомпостировать в специальном компостере, который расположен на станциях метро или внутри транспорта. В частности, в метро вы не увидите привычных турникетов, а только стоящие автоматы, где нужно самостоятельно прокомпостировать свой билет, в результате чего многие используют транспорт Вены бесплатно. Однако, если нарваться на контролера, штраф составит 100 евро. На каждой остановке трамвая или станции метро вы увидите табло, где будет показано, через какое время придет тот или иной номер трамвая или нужный поезд с нужным направлением. Также там будет указано, какие трамваи или автобусы проходят данную остановку. Кстати, если вы не любите много ходить, но при этом хотите осмотреть много достопримечательностей Вены, рекомендую воспользоваться трамваем с номером 1 или 2, которые проходят многие знаковые достопримечательности города. Они едут по улице Рингштрассе вокруг внутреннего города Вены. К примеру, трамвай номер 1 едет по западному маршруту и проезжает ратушу, парламент, музейный квартал, оперу, и на нем, кстати, можно доехать до знаменитого и необычного дома Hundertwasser и парка Пратер. Но об этом более подробно я расскажу чуть позже. Удобнее всего на этом трамвае номер 1 ехать с остановки Бургринг, которая расположена напротив парка Бургартен, недалеко от оперного театра, до остановки Хедсгассе, возле которой в 200-300 метров как раз и расположен дом Hundertwasser. Также можно воспользоваться метро и доехать до станции Ландштрассе, оранжевой ветки У3 или зеленой ветки У4. Они обе проходят данную станцию. И эта станция как раз расположена возле городского парка Вены,
От нее до дома Хундертвассера идти где-то 800-900 метров. Поэтому, находясь уже в парке, нет смысла использовать общественный транспорт, поскольку дом находится в пешей доступности от парка. В 500 метрах от дома Хундертвассера находится музей Хундертвассера, который своим видом и архитектурой ничуть не уступает, а может даже и превосходит своей оригинальностью. Также рядом расположена симпатичная готическая церковь. А вот после осмотра музея Хундертвассера нужно будет уже воспользоваться общественным транспортом, чтобы увидеть такие достопримечательности, как церковь Георгия Победоносца, часы Анкер, церковь Марии Амгештаде, готическую церковь во дворе, Шотенкирхе, дворец Кинских, дом-музей Бетховена, парк Зигмунда Фрейда, церковь Обета и Венский университет. Для этого нужно будет сесть на трамвай номер 1 на остановке Радецкий плац, расположенной возле музея Хундертвассера, и доехать до остановки Шведенплац. Я рекомендую предварительно купить дневной проездной за 5 евро и 80 центов, про который ранее рассказывала, поскольку это самый выгодный вариант, если вы приехали в Вену всего на один день и планируете посетить как можно больше достопримечательностей, включая дворец Шонбрунн, до которого также нужно будет добираться транспортом. Как я ранее уже говорила, купить данный билет можно только онлайн. Если у вас такой возможности нет, то стоит присмотреться к билету на 24 часа за 8 евро. Тогда можно будет даже ночью использовать общественный транспорт Вены. Часы Анкер представляют собой мостик, соединяющий две части здания на старинной площади Хомаркт, расположенной в центре Вены недалеко от собора Святого Стефана. Каждый час можно наблюдать за двигающимися по кругу фигурами. Прогуливаясь дальше, можно дойти до нескольких церквей в Вене, но особое внимание я бы уделила церкви Шотенкирхе. Она очень красивая именно внутри. Вход в нее бесплатный. К тому же, прямо возле данной церкви также расположен дворец Кинских, куда тоже вход бесплатный и где также можно лицезреть очень красивый интерьер внутри здания. После этого при желании можно посетить музей Бетховена, который расположен недалеко от церкви. Часы его работы со вторника по воскресенье с 10 утра до 13:00 дня, с 14:00 до 17:00 вечера. Цена билета составляет 5 евро. Потом можно дойти до парка Зигмунд Фрейд и увидеть очень красивую церковь Обета. Вход в нее также бесплатный. Часы работы каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 18:00 вечера. Многие почему-то до нее не доходят или упускают из виду, хотя очень зря, она действительно заслуживает своего внимания. После осмотра церкви можно будет продолжить прогулку и дойти до следующих достопримечательностей: Венский университет и музей Муса, Венская ратуша, площадь Ратаушплац, Ратаус-парк, Бургер-театр, парламент Вены, необычная церковь Миноритенкирхе, площадь Хельденплац и дворец Хофбург. Вход в музей Муса, кстати, бесплатный. Здесь проводят различные выставки. Он работает каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 17:00 вечера. Что же касается знаменитой Венской ратуши, в нее также вход бесплатный. А в понедельник, среду и пятницу в 13:00 для всех желающих проводится бесплатная экскурсия по зданию ратуши, кроме дней заседаний. На площади ратуши в зимнее время можно увидеть каток, где за отдельную плату есть возможность покататься. Также с середины ноября здесь проводят ярмарки. Напротив ратуши через дорогу расположен Бургтеатр. На официальном сайте можно купить билеты на представление от 4,5 евро. Дальше по пути можно будет увидеть здание австрийского парламента в Вене, вход в который также бесплатный. Главное иметь при себе паспорт, который нужно предъявить охранникам. Часы работы каждый день с 8 утра и до 18:00 вечера, кроме воскресенья. Но потом можно вернуться обратно во внутреннюю часть города ко дворцу Хофбург.
По пути вы встретите церковь миноритов в готическом стиле и, дойдя до площади Хельденплац, увидите дворец Хофбург, зимняя резиденция австрийских Габсбургов. Часы его работы каждый день с 8 утра и до 18:00 вечера. Внутри расположен музей Сиси. Цена билета для посещения составляет 17,5 евро. Здесь, по сути, начиналась наша прогулка. Кстати, по всей Вене расположено немало питьевых фонтанчиков с названием Тринквасser. Один из подобных находится как раз напротив дворца Хофбург, недалеко от ворот при выходе из комплекса. Также есть карта с расположением всех питьевых фонтанов в городе, поэтому стоит обязательно запастись пустой бутылкой, тем более, что гулять по Вене придется долго. Ну а дальше, выходя из данного дворцового комплекса, можно будет посетить заключительные достопримечательности Вены: музей естествознания и истории искусств, площадь Марии Терезии, музейный квартал, музей современного искусства, музей Леопольда, памятник Моцарту и парк Бургартен. Эти все достопримечательности фактически расположены недалеко от зимней резиденции, только на противоположной стороне, через дорогу. Музей естествознания работает каждый день, кроме вторника, с 9 утра и до 18:00 вечера. Цена билета составляет 16 евро. Билет можно купить в кассе или онлайн на официальном сайте, который указан. Напротив данного музея расположен еще и музей истории искусств, который работает каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 18:00 вечера, а в четверг до 21:00. Цена взрослого билета составляет 21 евро. Билеты также можно купить онлайн на официальном сайте. Пройдя площадь Марии Терезии и перейдя дорогу, вы попадаете в музейный квартал Вены. Здесь можно посетить музей современного искусства, который работает каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 6 вечера, в среду до 20:00. Цена билета стартует от 11 евро 50 центов, а для молодежи до 19 лет вход бесплатный. Рядом расположен также музей Леопольда. Он работает каждый день, кроме вторника, с 10 утра и до 18:00 вечера. Цена билета составляет от 15 евро. Здесь же, поднявшись на лифте, можно оказаться на очередной обзорной площадке Вены, с которой открывается вид на город. Те, кто приехали в Вену на несколько дней и планируют посещать много музеев, имеет смысл присмотреться к карте Вена Пас на 1 день, 2 дня, 3 и больше. Она позволяет бесплатно посетить 70 популярных достопримечательностей и музеев Вены, включая Хофбург, зоопарк Шонбрунн, дворец Бельведер и неограниченное использование автобусов Хоп-он, Хоп-офф. Ее цена на 1 день составляет 78 евро, 2 дня – 110 евро и 3 дня – 137 евро. Ее можно купить онлайн на официальном сайте. Также есть вариант покупки карты Вена Сити Карт. Она стоит 17 евро на 1 день и позволяет использовать общественный транспорт Вены бесплатно, а также проходить в некоторые музеи по скидке. Но учтите один важный нюанс. Чтобы получить эту скидку, придется физически отстоять очередь в кассу, то есть на покупку билетов заранее онлайн данная скидка не распространяется. Эту карту можно также купить онлайн на официальном сайте, который указан. Кстати, все сайты и достопримечательности я дам в текстовом документе «Инструкция Вены» ниже в описании к ролику. После прогулки по музейному кварталу можно вернуться обратно и прогуляться по парку Бургартен, где вы увидите памятник Моцарту. Ну а дальше можно будет поехать посмотреть летнюю резиденцию австрийских императоров Габсбургов – Шонбрунн. Чтобы ее посетить, нужно воспользоваться метро зеленой ветки У4 и, сев в поезд на станции Карлсплац, которая расположена напротив Венского оперного театра, доехать до станции Шонбрунн с конечной остановкой у поезда Хотедорф. Будьте внимательны с конечным направлением поезда, чтобы выйти на нужную платформу и доехать до нужной остановки. В метро везде есть указатели в виде стрелочек. Вам нужно будет идти в сторону той стрелочки, которая ведет к зеленой ветке У4. А далее выходим на платформу с нужной конечной станцией у поезда и там уже смотрим путь из остановок и ищем нужную нам, проверяя себя, чтобы оказаться на правильной платформе. Вдоль стены будет писаться название той станции, в которой мы находимся, и тот цвет полоски нужной вам ветки метро, в данном случае зеленая У4.
Ехать нужно 6 остановок. В поезде будут объявляться станции, на которых поезд делает остановки, так что свою вы не проедете. Билеты во дворец Шонбрунн можно купить на официальном сайте. Цены стартуют от 13 евро и выше. Снаружи дворец можно осмотреть бесплатно. Также здесь есть еще одна бесплатная обзорная площадка на Вену. Правда, идти придется немало, так что учитывайте этот момент и берите удобную обувь. Также на территории летней резиденции имеется зоопарк. Цена билета составляет 26 евро и 15 евро для детей до 18 лет, а детям до 6 лет вход бесплатный. Кто желает посетить парк развлечений Пратер, то от станции Шонбрунн нужно сесть в то же метро зеленой ветки У4 и доехать до станции Карлсплац с конечным направлением поезда Хайлигенштадт. А там, выйдя из метро на той же станции Карлсплац, пересесть в красную ветку метро У1 и доехать до станции Пратерштерн с конечной остановкой у поезда Леопольдтау. Парк развлечений работает каждый день с 11 утра и до 22:00 вечера. Если же вы не планируете ехать в парк развлечений, а хотите вернуться обратно на центральный вокзал Вены, в таком случае на станции Шонбрунн вам нужно сесть в метро зеленой ветки У4 с конечной станции у поезда Хайлигенштадт и приехать обратно на станцию Карлсплац, на которой потом нужно будет пересесть в красную ветку метро У1 и доехать до станции Зюти-Ола-Плац с конечным направлением поезда Аляуда-Гасса. Почти на каждой станции метро есть общественный туалет. Также они имеются и на улице во многих популярных местах, где расположены главные достопримечательности, но там они почти все платные, от 50 центов и выше. Что же касается еды в Вене, самый дешевый вариант – это будет перекус в крупных супермаркетах, таких как Билла, Lidl и Spar. В них за 1,5–2 евро можно купить сэндвич и другой фастфуд, либо же, как вариант, можно перекусить знаменитой венской сосиской в булке, которую продают в закусочных, расположенных возле многих достопримечательностей. Цены стартуют от 3,5 евро и выше. Больше всего их сосредоточено на рынке Нашмаркт, который я обозначила на карте. Еще я обозначила некоторые недорогие кафе и подобные закусочные, где недорого можно перекусить сосиску или гамбургер. Почти во всех из них имеется официальный сайт с ценами на еду. В том же Шницельвирт можно попробовать различные вариации шницелей за весьма приемлемые деньги. Однако стоит учитывать, что в данном кафе очень часто можно попасть на очередь, что неудивительно. В кафе Кола Байзел можно попробовать недорогие лепешки. Еще в Вене есть несколько необычных кафе с интересной концепцией. Платишь за еду столько, сколько можешь. Нет фиксированных цен. Среди них выделяют кафе «Гагарин» и кафе «Der Wiener Divan» с индийской и пакистанской кухней, где есть шведский стол и тот же принцип оплаты. Эти два кафе расположены возле церкви Обета. Также на карте я показала кондитерские, среди которых именитые Захер, Демель и Централь. Однако цены на сладости достаточно высокие, и, судя по отзывам, ожидания не совсем оправданы. Если же вы хотите попробовать знаменитый торт Захер за весьма приемлемые деньги, то обратите внимание на кондитерскую Gold Egg, где за 4 евро и 70 центов можно попробовать данное угощение. Также учитывайте один важный момент. Не во всех заведениях и музеях Вены у вас получится расплатиться картой. В некоторых местах оплата картой возможна только если стоимость покупки выше 10–15 евро, иначе нужно платить наличными. Менять деньги на евро выгоднее всего в банках, однако они работают до обеда, с 8 утра до 12:30 дня и с 12:30 до 3, а в обменниках высокая комиссия. Кстати, в Вене имеется бесплатный интернет во многих популярных местах, таких как рынок Нашмаркт, парк Пратер, на Ратушной площади, на площади Штефанплац, в музейном квартале, на станциях метро и во многих кафе. Ниже в описании к видео я дам геометки со всеми достопримечательностями Вены, которые вы сможете использовать и загрузить в том же бесплатном навигаторе Maps.me и в других приложениях, чтобы самостоятельно их не вводить.
Ну а в следующем своем выпуске я расскажу, как из Вены добраться до Хальштата и какие красивые места вы увидите по дороге, а какие достопримечательности непосредственно в самом городе. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.